Нет ничего удобнее, чем любимое косметическое средство в формате стика. Оно без труда поместится даже в самую маленькую косметичку, незаменимо в путешествиях, а поправлять и макияж можно прямо на ходу. Именно поэтому стики для макияжа есть как в люксовых, так и в более демократичных брендах. Именно поэтому в Oriflame появились стики для макияжа The One. Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами рассмотрим эти стики во всем их великолепии. 4 продукта: хайлайтер, бронзер, стик для контуринга и румяна. Все это вы увидите в этом видео. Поехали! Стики – это один из самых удобных форматов для тех, кому в бьюти-вопросах важна практичность. Простое слово «стик» в переводе означает «палка», и озаглавила это слово целый раздел косметической продукции. Декоративная косметика в стиках – это плотно спрессованные косметические продукты кремовой текстуры в компактной упаковке. И мы с вами уже привыкли к стикам помад, консилеров, теней, но сейчас на косметический рынок наступают новые форматы – хайлайтеры, бронзеры, средства для контуринга и румяна. Чем же продукты в стиках отличаются от своих собратьев и какое заложено в них волшебство? Стики удобны, потому что такая форма косметики содержит высокую концентрацию пигмента, а также ухаживающие, увлажняющие и защитные компоненты. Стик можно наносить полупрозрачным, тонким или плотным слоем в зависимости от случая. Средства в стиках идеальны для экспресс-макияжа, ведь их можно быстро нанести, растушевать подушечками пальцев. В случае, если вы хотите получить более плотное покрытие, то для растушевки можно использовать кисть или спонж. Важно то, что стики многофункциональны. При желании румяна можно использовать как помаду или даже как тени. Они занимают очень мало места в косметичке, и, наверное, именно поэтому из-за своей многофункциональности стики набирают популярность от сезона к сезону. Приходят стики в красивой картонной коробочке, и на коробочке мы уже сразу видим, что это за стик. Вот, например, в моих руках сейчас коробочка, на которой написано хайлайтер. И также обратите внимание на баночку с крышечкой с обратной стороны коробочки, которая говорит о том, что с момента открытия упаковки стика срок его годности не тот, который указан с обратной стороны коробочки, а всего 6 месяцев. Это продукты декоративной косметики, которые нужно использовать за 6 месяцев с момента вскрытия. Сам стик — это пузатый, стильный черный тюбик, глянцевый, очень симпатичный, серебристыми буквами написано название серии и непосредственно для чего этот стик предназначен. Но мы-то знаем, что он многофункциональный, и очень удобно, что оттенок стика виден в прозрачном колпачке. Я, наверное, фанат прозрачных колпачков. Я люблю, когда видно, что это за средство. Не приходится вчитываться в название, открывать каждый колпачок, чтобы подобрать себе то средство, которое нужно. С помадами это точно так же работает, поэтому лучше, если было бы больше прозрачных колпачков, как, например, в этой серии. Итак, мы снимаем колпачок со стика и видим, что его объем это 6 граммов. Он выдвигается, стик, и таким же образом закручивается обратно, поэтому вы можете использовать его постепенно. Стики для макияжа The One — это первая коллекция многофункциональных стиков, которые можно использовать в огромном количестве вариантов. Я уверена, сейчас появится масса мастер-классов от различных официальных и неофициальных визажистов Oriflame, которые будут показывать, как применяются эти стики. Наша задача в этом видео сейчас с вами посмотреть сводчи и разобраться, что же это за такие продукты. Поэтому давайте рассмотрим каждую новинку отдельно. Итак, хайлайтер – это компактный формат, тающая текстура, которая удачно должна лечь на любой тип кожи. Также аромат абсолютно отсутствует. Запаха у этих стиков нет, по крайней мере, я их вообще не чувствую. Оттенок хайлайтера представлен только один, и мы видим, что этот оттенок прозрачно-бежевый с холодным таким золотым отливом. В чем-то этот оттенок можно назвать цветом шампанского. Думаю, в Oriflame сделали это намеренно, потому что именно такой цвет подойдет абсолютно всем девушкам. Это средство не требует кисти и вообще какой-либо дополнительной растушевки. Поэтому наносить его можно прямо в дороге. То есть, например, вы вышли с работы, и у вас впереди какая-то вечеринка, вы достали такой стик, и прямо в такси, в машине, по дороге на вечеринку вы смогли придать своему макияжу сияние. И сейчас у меня есть макияж, но у меня намеренно нет никакого контуринга, никаких румян, бронзеров, хайлайтеров. И сейчас я буду все это делать с помощью стиков. Итак, хайлайтер можно нанести
под бровь. Ну, как мы уже знаем, у нас есть вариант макияжа с Аленой Терещенко на нашем канале, и вы можете посмотреть там, как и каким образом можно использовать хайлайтер. Можно я не буду делать какие-то там особенные высветления, я просто сделаю вот совсем немного, чтобы вы могли посмотреть, как работает это средство. Я тут еще мастер визажа. Я сейчас вам просто показываю, чтобы вы могли увидеть вот эти вот блики, переливы. Если я наношу что-то не совсем по тем линиям, то, пожалуйста, не судите меня строго. Вот здесь вот я вам оставляю схему, как лучше всего наносить хайлайтеры, бронзеры, контуринг, и вы можете уже относительно своего лица вот по этим линиям нанести. Но сейчас я сижу перед камерой и показываю вам, как, например, тот же самый хайлайтер может смотреться. Давайте придвинем чуть поближе камеру и посмотрим, видно ли вам блики. Мне вот в зеркало уже очень хорошо видно, хотя я только докоснулась, как будто вот солнышко меня поцеловало в какие-то выступающие. Говорят, что хайлайтер нужно носить именно на выступающие части. Еще вот здесь вот можно нарисовать. Так, ну давайте попробуем. Угу. Где там еще рисует над губой? Смотрите, я прям вот так возьму сейчас со стика. И, потому что у меня здесь помада. И немного сделаю чуть более выпуклыми губы. Да, получилось. Вот так вот выглядит хайлайтер. Но это только первый стик. И давайте перейдем к следующему в этой линейке. Это румяна. Румяна в стиках — это вообще универсальный совершенно продукт. И оттенок, который выбрала компания Oriflame для румян этой линейки, он тоже очень универсальный. Он розовый и без перламутра абсолютно. И этот стик можно использовать также как губную помаду и даже как тень, если вы представляете свой образ вместе с макияжем в розовых оттенках. Сейчас в тренде розовые тени, и вы можете вполне поэкспериментировать в этом направлении. Ну вот, вы посмотрели, как выглядят румяна на руке. Давайте нанесем теперь, сделаем мне румянец с помощью стика. Как делаем румяна? Да, мы улыбаемся, находим вот эту точку, вот, выступающую, прекращаем улыбаться, чтобы посмотреть, насколько эта точка сползает, потому что нельзя наносить слишком низко, иначе весь макияж у нас уедет вниз. Это меня все Алена Терещенко учила в мастер-классе по макияжу. Итак, поднимаемся немного от этой точки, и где-то вот здесь вот, прямо под линией хайлайтера, мы начинаем наносить румяна. Например, я дома, и у меня есть кисть, и я могу сделать вот таким образом. А если я в дороге, и у меня нет кисти, давайте посмотрим, как это тушуется пальцами. В принципе, очень даже приемлемо тушуется, да? Как вы считаете? По-моему, замечательно получилось. Да, нет, да. Ну, по крайней мере, оттенок вы точно видите. И знаете еще, что можно сделать с помощью этого стика? Можно растушевать переход между тенями и хайлайтером. Как тоже Алена рассказывала, румяна — это самая естественная тень для лица, для макияжа, насколько я ее поняла. И поэтому румянами можно тушевать любые переходы, которые вы делаете с помощью различных теней, различных оттенков макияжа на своем лице. Поэтому можно взять и между тенями и хайлайтером нанесенным провести немного стиком в румянах и растушевать, и сделать вот эту вот естественную тень. Но так как у меня уже макияж с помощью теней сделан, то это может быть не сильно заметно, но я думаю, именно в применении при нанесении макияжа это может здорово пригодиться. Давайте перейдем теперь к бронзеру. Бронзер — это классная штука, которая чуть более медная, какая-то медовая, чуть более коричневая, чем хайлайтер. И с помощью бронзера
бронзера можно сделать очень интересные переходы и переливы, и сделать такой оттенок загара на своем лице. То есть девушка может быть совсем даже не загорелой, но взяв вот такую волшебную палочку в руки, придать своему лицу ощущение вот такой вот холености и свежести, как будто она только что приехала из отпуска. Вот такие вот чудесные вещи делает бронзер. Сам бронзер перламутрово-медового оттенка можно использовать как темную версию хайлайтера. Он подойдет для обладательниц светлого, среднего и темного тона кожи, но если у вас фарфоровая кожа, прям светлая-пресветлая, то бронзер использовать не рекомендуется. Он будет создавать эффект грязи на лице. Я думаю, что вы этого не хотите. Оставьте для себя румяна и хайлайтер. Бронзер оставьте девушкам с более темным оттенком кожи. Наносим бронзер мы на выступающие части лица, куда первым делом попадает солнечный свет. Это у нас нос, скулы, виски, линия роста волос, подбородок, уши даже могут быть, надбровные дуги и может быть линия челюсти. И самое важное, чтобы не было разницы между тоном лица и тела, надо обязательно пройтись по всем этим местам еще дополнительно кистью. Ну и конечно же, как я вам уже говорила, можно использовать бронзер как тени. Ну что, я даже прям переживаю, но давайте попробуем. Давайте попробуем улучшить макияж с помощью бронзера. Итак, как тени. Забликовала? Так, дальше наносим бронзер на выступающие части. То есть это как будто мы чуть-чуть подзагорели. Вообще у меня здесь хайлайтер. Девчонки, да, наверное, либо мы наносим хайлайтер, либо бронзер. Но в данном случае я тестирую, поэтому мне можно даже сверху хайлайтера. Так, по линии роста ресниц, где тут меня солнышко целовало, по челюсти. И надо найти у себя ключицы. Но если все делают, можно я тоже так сделаю. Появились? Нет у меня ключицы. Появились линии от бронзера. Давайте мы теперь это все дело растушуем. Никогда этого не делала. Делаю только ради вас впервые. Тоже имеет некоторую корректирующую функцию. Это средство. Ну и плюс, конечно, появляется такой элемент загара. Но бронзер это еще ничего. Впереди у нас средство для контуринга. Не судите строго, делаю это впервые. Вот таким образом я нанесла на себя бронзер, и вы можете видеть, как он играет, бликует на лице. Осталось одно средство, одна палочка-выручалочка, это средство для контуринга. Давайте же скорее его откроем и обсудим. Отличие корректора для скульптурирования от бронзера заключается в том, что его оттенок более холодный, без перламутра, и он будет похож на естественную тень. В то время как бронзер создает видимость загоревшей и сияющей здоровьем кожи. Вот вы видите оттенок этого стика, и он должен помочь мне добиться красивой линии скул. Надеюсь, у меня получится сейчас ее прорисовать. Чтобы сделать лицо более скульптурным, нужно нанести вот этот кремовый корректор коричневого оттенка под скулу, под линию челюсти и на височную часть лица. Кстати, если кожа жирная, то рекомендуют визажисты останавливаться именно на средстве для контуринга, не на бронзере, потому что бронзер своим перламутром будет подчеркивать неровности жирного типа кожи. Поэтому, ну, раз уж я все наношу, то давайте уже и дорисуем с помощью корректора скульптуру моего лица. Можно так выразиться? Поехали! Туда нанесла, нет? Как вы думаете? Так, давайте с другой стороны сделаем все это симметрично.
Как правило, такие корректоры в стиках, они очень легко тушуются и не оставляют четких линий. Давайте сейчас это проверим. До этого я работала кистью, давайте попробуем растушевать с помощью спонжа. Вот смотрите, здесь растушевала, здесь еще остались линии. Но, в принципе, мне нравится то, что получается. Как вам? Буду ждать от вас комментариев. Кстати, вот это средство для коррекции тоже можно использовать в качестве теней, потому что у него очень приятный такой какой-то трендовый оттенок коричневый. Но я, в принципе, люблю коричневые оттенки в макияже, потому что они соответствуют моему цветотипу. Вообще, средства в стиках часто советуют новичкам. Удобнее и универсальнее средства сложно себе представить. Как вы считаете, заметен ли результат? Видно ли разницу между тем, что было до, и тем, что получилось с помощью новой линейки стиков? Мягкая кремовая формула легко тушуется, что помогает избежать ошибок в макияже. Плотность покрытия от легкой до средней, и эти продукты декоративной косметики можно наслаивать. И формула стиков содержит сквалан. Это невесомый растительный липид. Это эмолент. Он заполняет пространство между ороговевшими клетками эпидермиса. И сквалан минимально комедогенен, поэтому вряд ли вызовет воспаление даже на жирной коже. А еще он препятствует испарению влаги. Соответственно, эти стики будут еще и ухаживать за нашей кожей. Они помогут сохранить коже гладкость и мягкость. Итак, стики для макияжа универсальные. Они помогут подсветить кожу, сделать более загорелой, добавить румянца и контурировать, скульптурировать ваше лицо. Можно создавать разные макияжи, используя стики вариативно, так, как попросит ваша творческая душа. Ну и, конечно же, самое главное, легкие бархатистые структуры легко тушуются, наслаиваются и выглядят на коже очень естественно. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!